Кого на самом деле мы списываем из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, и куда и как могут Шойгу и Герасимов сдать Путина? Почему-то мне так подумалось. Об этом и не только поговорим прямо сейчас. Зовут меня Ирина Узлова, со мной традиционно еженедельно Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии. Игорь Веленович, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Добрый день, взаимно искренне рад, Ирина. Спасибо, что находите время. Я полагаю, что мы с вами не из тех, кто разгоняет панические или катастрофические, или всеупаднические, всепропаднические настроения. Мы еще делаем ставку на Байдена или списываем его, или ждем каких-то изменений. Как вы оцениваете то, что может произойти теперь перед вторыми дебатами, да и вообще перед главной президентской гонкой, наверное, этого года? Вы знаете, произойти может что угодно. Ситуация абсолютно неопределенная сейчас, и произойти может что угодно, потому что здоровье, и ментальное, прежде всего, здоровье Байдена, к сожалению, на наших глазах сильно ухудшается. И это становится понятно практически всем, в том числе его сторонникам, в том числе и демократам. Возможно, кроме его ближайших родственников, там, жены и других людей, с кем он советуется и к кому прислушивается. Потому что пока вот он сам и, видимо, его близкий круг, мне кажется, не оценили степень сложности, мягко говоря, сложности ситуации для него. Так что может произойти какие варианты? Байден может, если ему позволит просто физическое здоровье, он может продолжать эту кампанию. Первый вариант. Второй вариант. Демократы выдвинут, скажем, договорятся с ним о том, что он не будет выдвигать свою кандидатуру и передаст голоса выборщиков своих кому-то другому, например, Камале Харрис, да, вице-президенту. С моей точки зрения, этот вариант гораздо лучше, чем первый. Гораздо лучше. Время еще есть до съезда Демократической партии. И за это время спонсоры партии, консультанты, политики, журналисты, которые уже сейчас, многие публично даже говорят о том, что Байдену не стоит выдвигаться, все-таки могут его убедить совершить этот change. Второй вариант, что он все-таки не будет уходить, и он будет продолжать выдвигаться и продолжать избирательную кампанию. Этот вариант тоже не катастрофический, потому что тут срабатывает такая ситуация, что при том, что Байдена как минимум, да, то есть кто к нему хорошо относится, его жалеет. Те, кто к нему относится плохо, над ним смеются, а те, кто относится хорошо, его жалеют. И как для политика, конечно, это очень такая неприятная история. Политика, жалость унижает человека, как говорил Алексей Максимович Горький. Вот. И политика нельзя жалеть, им надо восхищаться. Байденом вряд ли кто-то сейчас восхищается, поэтому я думаю, что при всем при этом голосовать будут не за, а против. То есть против Трампа. Те, кто категорически не хочет того, чтобы Трамп пришел к власти опять, стал опять президентом, те, кто его считает уголовником, и те, кто его считает демагогом и шарлатаном, а таких очень много, они хотят, они этого не хотят, там, не знаю, с недовольным выражением лица, чертыхаясь, но проголосуют за Байдена, если он будет один, если он будет один реальной альтернативой Трампу. То есть может произойти такая история, знаете, как была в свое время, когда вы избирали Ельцина в 90-е годы. Голосуй или проиграешь. У Ельцина же рейтинг был ничтожный совершенно, гораздо ниже, чем у Байдена к началу предизбирательной кампании. Он вызывал такое же ощущение примерно, как Байден. То есть те, кто его сочувствовал, чувство жалости, да, ну вот человек спился и потерял адекватность на наших глазах. То есть это практически, да, это, у Байдена это старость, а у Ельцина это алкоголизм, то, что ментально их разрушили. Но, тем не менее, эти люди вынуждены были, чтобы не голосовать за коммунистов, не голосовать за Зюганова, проголосовать за Ельцина, по крайней мере, во втором туре. Но в Штатах нет второго тура, поэтому они будут вынуждены голосовать за Байдена, если он будет противостоять Трампу. Так что вот такой вариант тоже возможен, и этот вариант, скажем, неоднозначный, но он дает шансы Байдену на то, что его назло Трампу, для того, чтобы не допустить Трампа, все-таки выберут. Это, опять-таки, не нулевая вероятность. Так что, в первом случае, если кто-то молодой, там, относительно адекватно от демократа выступит против Трампа, вероятность того, что он победит, еще выше. Так что я не вижу здесь какой-то очевидной, по крайней мере, катастрофы, и будем надеяться на лучшее, и скажем, лучшее — это вполне вероятность в данном случае.
Именно поэтому, потому что не столько за Байдена, столько против Трампа, по сути, уровень поддержки обоих кандидатов в президенты практически не изменился по результатам опроса Ipsos, не по результатам того флеш-опроса CNN, проведенного сразу по горячим следам, потому что те, кто и был против Трампа, они остались как будто бы фигурально за Байдена. Да, конечно. Понимаете, тут какая ситуация? Большинство, действительно, почти две трети говорит, что Байден проиграл эти дебаты. Но это не значит, что если они констатируют, что Байден проиграл эти дебаты, а он, очевидно, проиграл просто потому, что он был, ну, не мягко, не то, что не в форме, а продемонстрировал свою, что он очень старый, больной человек, он просто не в состоянии противостоять здесь. Понимаете, это то же самое, что выпустить против боксера какого-то профессионального качка, какого-нибудь бедного старичка интеллигентного. Конечно, профессиональный боксер старичка изобьет и победит в этих дебатах. Но это не значит, что все этого боксера поддержат. Да? И то же самое с этими дебатами. Две трети говорят, что выиграл Трамп, но это почти не сказалось, тем не менее, на их мотивацию голосовать за Байдена или за Трампа. Те, кто поддерживал Байдена, в подавляющем большинстве его продолжают поддерживать. Те, кто поддерживал Трампа, опять-таки продолжают его тоже поддерживать. Проблема в том, что независимый, что у этих дебатов был шанс еще сильнее мотивировать независимых избирателей не голосовать за Трампа, а голосовать за Байдена. Этот шанс, конечно, не был использован, он был упущен. Упущен, потому что, как я уже сказал, в лучшем случае Байдена жалели, а в худшем над ним смеялись. Поэтому, скажем, для независимых это скорее минус, чем плюс. Однако будет много событий еще до выборов, очень много. Например, будет вынесен вердикт судьи по поводу первого из 4 уголовных дел против Трампа, которое уже рассмотрено. И вердикт судьи, хотя большинство экспертов говорит, что, скорее всего, это не будет связано с каким-то тюремным заключением, а это будет там штраф или что-то в этом роде. Но поживем, увидим. Потому что чисто юридически Трампа можно посадить. Посмотрим, как поведет себя судья. Так что тут множество всяких других деталей, которые могут повлиять на исход выборов еще в большей степени, чем эти злосчастные дебаты. Игорь Веленович, из сказанного Трампом о ходе российско-украинской войны и о том, что он считает условия Путина, которые тот озвучил числа 14 июня перед саммитом мира в Швейцарии, неприемлемыми, уже дает нам основание делать какие-то выводы о его отношении к Путину и о его сценарии развязки российско-украинской войны, или он настолько непредсказуем, непрогнозируемый, что эта оценка, она просто такая точечная, проходящая, не надо тут ориентироваться на то, как возможно с его потенциальным приходом к рулю Белого дома могут складываться его взаимоотношения с российским диктатором, которого он еще почему-то оценивает, кого тут может уважать, кого нет, кого должен. Мне, например, все равно, кого уважает Путин. Полагаю, вам тоже. Абсолютно. Да, дело в том, что то, что говорит Трамп, вообще не имеет никакого значения и смысла. Это абсолютно чистой воды демагогия. И я даже думаю, что он часто импровизирует, и это видно, да, его просто несет, да. Остапа понесло. Трампа тоже периодически несет, он может наговорить что угодно, с три короба, что называется. Сейчас, конечно, ему невыгодно подтверждать слухи о том, что он связан с Кремлем, с Путиным. Поэтому он не будет делать какие-то реверансы дополнительные в сторону Путина, в сторону Кремля, чтобы не оттолкнуть от себя избирателей. Дальше, как я уже сказал, он непредсказуем, но к счастью для всего мира, все-таки США – это демократия. И президент США – это не диктатор России, не абсолютный монарх какой-то. И он не может, скажем, он влияет, конечно, его личность, его взгляды на курс страны, но это не абсолютное влияние. Все-таки в России, в США есть разделение властей, в США есть оппозиция, есть, скажем, некие сдерживающие факторы в лице представителей собственной партии, то есть республиканцев. Мы помним, что его периодически, когда он был президентом, его периодически несло, и он выступал с разного рода бредовыми идеями, как мы потом в том числе узнали из мемуаров его соратников, которые в большинстве подавляющем его потом заложили и о всех его чудесах и проделках рассказали населению в своих мемуарах.
Например, он НАТО хотел распускать, он много пытался это чудить, но его как-то сдерживали. В результате он особо дров не наломал как-то уж слишком капитально, пока был президент. Так что это дает некую гарантию от слишком уж каких-то безумных действий в случае его прихода к власти. Конечно, это было бы очень плохо, это я всегда об этом говорил и буду сейчас настаивать. Приход к власти Трампа был бы очень плохо и для США, и для свободного мира, и для Украины, и для, в общем, всех адекватных людей. Да. Но это все-таки, я надеюсь, не стало бы катастрофой, во-первых. Во-вторых, как я говорил раньше, я все-таки не верю и сейчас в то, что Трамп будет президентом США. Мы можем с вами заключить пари, а потом встретиться после выборов и вспомнить про него. Я всегда охотно просто верю вашим и прогнозам, которые основаны на аналитике и фактах, поэтому согласна. Даже просто будем смотреть за этой перспективой. И, друзья, если кому-то интересно, Игорь Веленович в наших ранее с ним эфирах предметно объяснял и на цифрах основываясь, и на политтехнологическом анализе, почему, в принципе, победа Трампа невозможна. Игорь Веленович, скажите, пожалуйста, вот пребывая в Германии, вообще общаясь и в Европе, а в Европе настолько же пристально, насколько и мы следили за дебатами в Соединенных Штатах, ну, исходя, в частности, из-за размышлений и построения собственной структуры безопасности и защиты обороны Европы, которая, в принципе, должна понимать, что надо не только на Соединенные Штаты Америки рассчитывать, но и на себя, хотя мы видим, что эти процессы уже происходят. Или не так это пристально оценивали, анализировали, и ходят ли вообще об этом разговоры? Да, я сначала все-таки скажу о единственной как бы, возможности, вероятности, пускай, с моей точки зрения, небольшой, Трампу вновь вернуться к власти. Это если Байден, его ментальное здоровье будет ухудшаться на глазах, и при этом он не предоставит возможность какому-нибудь более молодому и адекватному демократу выступить, скажем, противником Трампа, то есть выдвинуться от демократической партии. Я считаю, что вероятность этого небольшая, потому что все-таки, если он действительно будет совсем плохо, все-таки это будет уже очевидно и до съезда, я так надеюсь, если это произойдет, демократической партии. Его все-таки это даже там ближайший приближенный, так называемый узкий круг, все-таки отговорит баллотироваться. Вот, теперь о Европе. Да. Действительно, европейцы уже давно поняли, что нужно свои проблемы решать самим. Они долгое время воспринимали США, мы за США как за каменной стеной. Так воспринимали ситуацию еще во времена холодной войны, прошлой холодной войны, СССР, те же западные немцы, кто угодно, англичане. Но, как мы видим, да, теперь они начинают понимать, что это не совсем такая уж каменная стена, надо решать проблемы самим и рассчитывать на свои силы. И действительно очень многое для этого сейчас делается. И в том числе поднимается военное производство, прежде всего в Западной Германии. И уже есть проект, то есть не проект, а уже фактически запустили процесс резкого увеличения производства военного снаряжения, военного оружия, снарядов, особенно снарядов. В Западной Германии с 1 января будущего года там будет очень серьезный рост и серьезные очень цифры. И эти снаряды пойдут в том числе и в Украину. И Европейский Союз, вообще-то экономика Европейского Союза в сумме, население в сумме больше, чем в США. И экономика тоже, скажем, не меньше уж, по крайней мере, точно. И это тоже серьезная база, на которой можно опереться. И что бы там ни происходило в США, Европейский Союз и крупнейшие страны Европейского Союза, например, даже Германия, они, конечно, Украину не бросят и не позволят никому ее сдавать. И, скажем так, эти все разговоры о том, что Европа уже отвернулась или отвернется, они абсолютно неправильные, они не соответствуют действительности. Существуют отдельные партии, которые выступают за отказ от поддержки Украины, но в той же Германии эти партии все-таки меньшинство, которое не имеет шансов прийти к власти на федеральном уровне. И в большинстве европейских стран тоже. Это, во-первых. И второе, я уже говорил, что вероятность того, что США как-то бросит Украину, она близка к нулю при любых раскладах. Да, мы тоже, нам такие нравятся расклады, и мы
анализируя с нашими экспертами, приходим к выводу, что, в принципе, поддержка не должна прям так сильно очень измениться. Но в Кремле, наверное, рассчитывают на что-то другое, на другие расклады и сценарии. И Путин, который, не пойми, то, в принципе, все говорят, что ему выгодно, когда придет Трамп, то он в интервью с этому болезненному Такеру Карсону с такими же своими отклонениями говорил, что ему-то и Байден устроит. Как-то Кремль аплодировал чему-то после этих дебатов, фигурально выражаясь, или они тоже понимают, что это, в принципе, кардинально ни на что пока не повлияет, и возможны разные сценарии развития дальнейших событий, о которых и мы упомянули? Не, пропагандисты, конечно, использовали эти дебаты, чтобы поиздеваться над Байденом. Ну да, Это очевидно и понятно. Они над ним давно пытаются издеваться. И естественно, что они, конечно, на 100% это отработали, эту повестку. А что касается высказываний Путина о Трампе, конечно, он его пиарит, я уже говорил об этом. То есть Трампу сейчас нужно всячески подчеркнуть, что он не связан с Кремлем, и Путин ему всячески в этом помогает. Он делает вид, что он его боится, Трампа, а Трамп гордо, как всегда, он же самовлюбленный, страшный человек, и он начинает гордо говорить: вот, смотрите, меня Путин боится. Путин говорит, что он очень боится моего прихода к власти. Но это чистая вот такая двухходовка пиаровская. Путин пиарит Трампа, делает вид, что он очень его боится, а Трамп пытается использовать это для того, чтобы получить поддержку избирателей. Так что в этом смысле это все как бы игра. Как я уже сказал, в ситуации с Трампом единственное, что как бы есть два обстоятельства, которые нас должны успокаивать. Во-первых, как я уже сказал, у него, несмотря на все, не так много шансов быть избранным, это первое. И второе, в США есть система сдержек и противовесов, разделение властей и так далее, и так далее. И ему в любом случае, даже если бы он, не дай бог, попал в Белый дом опять, особо резвиться не дадут. Принято. Двигаемся дальше. Пока мы с вами не виделись, до начала этой недели порадовало нас тем, что Международный уголовный суд нашел компаньонов Путину, которых он сам же себе нашел для ведения кровавой войны против нас 2011 год. Это Шойгу и Герасимов. На них теперь тоже есть ордера. Сядут вместе, сядут все. Я тут уже шутила, что надо их спрашивать не где боеприпасы, а где сухари. Или, как шутят, где адвокаты. А адвокаты вряд ли какие-то им помогут уже в этой жизни. Но вот так подумалось мне сегодня. Почему-то решила спросить и вас. А возможен ли такой сценарий, что тот же Шойгу, тот же Герасимов и остальные, кто будет прибывать в их бесславные ряды ордероносцев Гаагского трибунала, они могут в какой-то момент сговориться, подумать, поразмышлять о том, что не хотят быть повешенными на виселице, и сдать Путина не только в Гаагский трибунал, а еще куда-то, а может и самим его списать, и на него потом все грехи и повесить. Безусловно, такой вариант есть. Но, с другой стороны, это их не спасет, потому что, если мы помним, когда Милошевича все сдали, но и, тем не менее, его ближайшие прихвостни, его ближайшее окружение, в том числе участников войны, они сели вместе с Милошевичем. Не Милошевич сел вместо них, а они сели вместе с Милошевичем. Там Младич, Караджич там, и прочее, прочее. Так что я думаю, что людей типа Шойгу и Герасимова ничего не спасет уже, и они на это, я думаю, не надеются. Надеяться на то, чтобы и могут как бы сдать Путина, а заодно и Шойгу с Герасимовым. Те, кто пока, по крайней мере, и, скажем так, не воспринимается на Западе в качестве военных преступников, которые в любом случае надо сажать. Таких в верхушке российской много. Они, видите, очень аккуратно пока, осторожно подбираются. Я думаю, что, скажем, списанные уже люди, да, у которых один путь: или держаться всеми силами у власти, или в тюрьму. Это Путин и силовики, руководители силовиков, то есть нынешние и бывшие, то есть тот же Шойгу, Герасимов, Патрушев, Бортников, Золотов, ну и же с ним. И это с одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые пока, по крайней мере, на Западе воспринимают как таких реалистов, прагматиков, и которых пока не перечисляют в число военных преступников. Вот они как раз могут и совершить этот переворот, и они как раз мотивированы в том, чтобы, сдав силовиков и сдав Путина, опять восстановить свою прежнюю, вполне комфортную жизнь, когда они зарабатывали, вернее, воровали в России, а фактически жили на два дома. Второй дом у них был где-нибудь в Лондоне или на Лазурном берегу, и они на своих бизнес-джетах мотались туда и обратно, и жили, в общем, припеваючи, не зная проблем и страхов каких-то. Таких людей тоже в российском руководстве много. Это тот же Мишустин, это премьер-министр, это мэр Москвы Собянин, это весь
экономический блок, то есть люди, которые занимаются Россией экономикой и финансами, да, которые, кстати, придерживаются, несмотря на то, что они фактически уже военные, те тоже обслуживают, по крайней мере, преступный режим, они считались до последнего времени чуть не либералами. Там Набиуллина какая-нибудь, глава Центробанка, министр финансов Силуанов и так далее, и так далее. И этих людей много, и они находятся в тесном контакте с олигархами российскими, они их лоббируют, их интересы, они с ними делают общий бизнес, и деньги поэтому они контролируют очень большие. А если есть деньги, то есть и потенциальные возможности для любых политических рисков, для любых политических конструкций, переворотов там, и так далее. Ах, чего же они, Игорь Веленович, ждут? Еще каких-то ордеров кому-то, когда их будет еще больше? Или больше провалов у Путина на фронте? Вы знаете, чего они ждут, это мы не знаем, насколько они ждут. Может быть, они, пока мы говорим, они, может быть, тоже там где-то уже собрались и сейчас делят шкуру неубитого пока еще, к сожалению, Путина. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, действительно, они понимают, что риски велики. Если они соберутся и начнут там что-то мутить, то их могут, естественно, силовики, которые контролируют ситуацию, которые за ними следят, могут их, конечно, как-то вообще пресечь, что называется, на корню, уничтожить и прочее, прочее. То есть они должны, чтобы решиться, они должны понимать, что промедление смерти подобно, как говорил Ленин перед началом Октябрьского переворота. Что если сейчас они не совершат этот переворот, то завтра уже они пойдут вместе с Путиным в Гаагу. Для этого Путин должен, очевидно, совершенно проигрывать войну. К сожалению, пока он эту войну, очевидно, не проигрывает, поэтому они, видимо, и ждут. Но надо сказать, что вот само, кстати, понятие проигрыша, я сейчас немножко отвлекусь от этой темы, но это важно, проигрыш войны, он немножко, может быть, неправильно понимается многими экспертами. Для Путина проигрыш войны – это даже переход к ее тотальности. Например, новая мобилизация, как бы вот эта вся ситуация, связанная с тотальностью войны, что надо страну поднимать дыбом и ввести на бой. Он на это, в общем-то, не готов психологически, не ментально. И для него это скажем так, переход вот той войны, как он сейчас ее воспринимает, локальный для него самого, в тотальную, где он должен стать лидером воюющей нации, для него это уже поражение. И если иного выхода, как объявлять новую волну уже тотальной мобилизации у него не будет, по большому счету, он это воспримет уже как проигрыш войны, и как проигрыш войны воспримут это его окружение, то те люди, о которых мы сейчас говорили. Это тоже может быть для них стимулом, чтобы провести вот этот переворот. У нас действительно у многих и понятие и выигрыша, и проигрыша более чем абстрактные, такой с нечеткими контурами. Но когда многие говорят, что Путин готов к затяжной долгой войне, то на самом деле они ошибаются, по всей видимости, да, потому что даже этот перевод экономики на военные рельсы, вот эта мобилизация, мы с вами неоднократно говорили, что ему невыгодно, он не пойдет, не хочет, не готов действительно к новому публичному, по крайней мере, витку. Поэтому и к такой затяжной войне тоже он не готов. Ну да, где же Киев за 3 дня, где затяжная война, как не бьется в одну идею имперскую. Конечно, он не готов к затяжной войне, он ее не планировал. Он планировал блицкриг. Он планировал блицкриг там, в течение, там, может, не 3 дней, а нескольких недель захватить Украину, поставить им свою марионетку. Он видел эту ситуацию и ориентировался, видимо, на советский опыт. Да? Как вот, например, Советский Союз подавил Пражскую весну практически бескровно. То есть изолирована была чешская армия, и она не оказала сопротивления, чехословацкая армия не оказала сопротивления советской армии. Вот он на нечто похожее он и рассчитывал в Украине. Эта история с Блицкригом, идея его с Блицкригом, она оглушительно провалилась. Он ведет эту войну не потому, что он ее хотел вот так вот, такую длительную войну. Это он все рассказывает нам сказки о том, что все у него по плану идет. В действительности все идет вопреки, перпендикулярно его планам, но он ее продолжает вести, потому что ему деваться некуда. Он не может отступить, не может сказать, что я облажался, я потерпел поражение. Для него это значило проявление слабости, он побоялся бы, что его любимые окружения, да, которые ему славословят, а я думаю, у каждого за спиной ножичек при этом. Вот, а его быстро скажет, что Акела промахнулась и уничтожит.
Поэтому он ведет эту войну по инерции, сугубо по инерции, потому что ему деваться просто некуда. И в длительной войне, он не как активной длительной войне, которая потребовала бы дополнительных, больших, чем сейчас, усилий, в том числе всеобщей мобилизации и так далее, он не готов. Он готов к какой-то затяжной, вялотекущей войне, вот, которая бы не сильно отражалась на ситуации в России, с целью подготовить новый блицкриг, уже в этот раз, который бы, по его мнению, наконец-то бы сработал. Вот это для него было бы вполне вероятно, вот так вот сделать. Но на это, естественно, не готовы ни Украина, ни Запад. Ну да, может, они готовят, там уже Foreign Affairs на этой неделе писала, что так называемые элиты, ну вот эти, которые себя называют, они сами элитами Кремля, готовятся к войне против маленькой страны НАТО, говорят, может, там Нарву в Эстонии брать. Это, возможно, такой блицкриг они хотят, раз не получилось в Украине, хотя как они туда прорвутся, ничего этого тоже понять не могу, но тем не менее в их головах же своя реальность и своя картина. Вот блицкриг на страны НАТО, может, это теперь сценарий? Я думаю, что нет. Скажем так, Украина, вот война в Украине, она спасла НАТО, спасла страны НАТО от путинской агрессии. Потому что, завязнув в Украине, естественно, Путин не может другие свои амбициозные маниакальные планы реализовывать. Пока он не закончит войну в Украине, он, конечно, на НАТО не нападет. Он не сможет, если он в Украине не может, в общем-то, какие-то успешные, очевидные наступательные действия проводить, естественно, против НАТО, который существенно более серьезная военная сила, он тоже не потянет. Поэтому он может только запугивать, он может угрожать, размахивать там ядерными боеголовками своими, но ничего он, конечно, не сделает. Я даже думаю, что следующая жертва у него даже была бы не страна НАТО, а Молдова. Он очень явно, россияне недовольны страшно таким демократическим европейским курсом нынешней Молдовы. Они считают, что Молдова – это легкая жертва, в отличие от Украины, потому что армия ее слабая достаточно. И в Приднестровье сконцентрированы серьезные российские силы и вооружения. Поэтому следующей жертвой была бы, если бы, не дай бог, Путину бы удалось его блицкриг с Украины, то была бы Молдова, скорее всего. Но и дальше, конечно, и страны НАТО тоже были бы под угрозой. Да, спасибо за это понимание и спасибо нашим вооруженным силам сегодня, всегда и по 1000 раз в минуту за то, что они останавливают российскую агрессию, хоть она на самом деле нигде не останавливается. Вся линия фронта протяженностью более 1000 километров горит в прямом переносном смысле этого слова. Игорь Веленович, что-то горит у Бастрыкина, мне так кажется, главы Следственного комитета Российской Федерации. Он на этой неделе блещет какими-то несуразными заявлениями. Не то чтобы они как раз вроде наоборот соответствуют действительности, хоть от кого-то мы слышим, что это реально, но там в России просто от этого рвет во всех местах и мечут. Значит, то он говорит, что не Госдума, а Госдура, как ее принято называть и у нас, и не только. То говорит, с Кадыровым как-то ссорится, не могут найти общую религиозную скрепную линию. Что происходит с Бастрыкиным, как полагаете? Да, мне кажется, у них с Бастрыкиным уже давно происходит то же, что и с большей части российской верхушки. Так у них тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. То есть он давно ведет себя неадекватно. Просто если следить за его действиями, что только он не вытворял. Ну, например, когда еще Навальный был на свободе и вполне в хорошей политической форме, Бастрыкин, как журналисты российские обнаружили, публиковал абсолютно графоманские стихи против Навального на сайте, по-моему, стихи.ру, такая открытая платформа, где каждый может опубликовать. Причем явно написано, они были в пьяном виде, потому что там чувствуется такая графомания на уровне там пьяного подростка, да, 14-летнего. То Бастрыкин вывозил корреспондента «Новой газеты» в лес, угрожал ему, что сейчас здесь его и зароют, а потом сам же и будет расследовать его убийство. Это тоже известный факт, это все бьется в интернете. То есть Бастрыкин человек абсолютно неадекватный, который держится за свое место, за свое кресло, просто только потому, что его другой маньяк Путин давно хорошо знает, и он ему доверяет. Сейчас Остапов, опять я уже второй раз употребляю это слово, потому что это характерно для российских политиков. А Остапа понесло, он стал немного заговариваться. То есть одно дело, когда он уже угрожал журналистам и глумился над Навальным в каких-то безумных стишках, это все было в рамках российского политического мейнстрима. Но сейчас он почему-то решил обозвать Госдуму. То есть такое, безусловно, Госдура ее считает в России, ну если не все, то подавляющее большинство людей. Но политес российской правящей верхушки, какая-то
какая-то субординация, она, конечно, запрещает такие определения в ее адрес на официальном уровне. Также он с Кадыровым. С Кадыровым вообще опасно ругаться в России. Обычно те, кто ругается с Кадыровым, они через некоторое время после визита к ним Исчезает. дорогих чеченских гостей, они почему-то начинают громко извиняться и чуть не лоб себе разбивает пол в этих поклонах перед Кадыровым. Посмотрим, что будет с Бастрыкиным. Но, как я уже сказал, он давно неадекватен, а сейчас весь скандал только в том, что он в силу своей неадекватности стал нарушать вот эту бюрократическую субординацию, которая в России священна. Ему что-то может грозить, кроме нестабильности и опасных проявлений от войск Кадырова, так называемых, или пока будут ему тоже прощать и наблюдать, не вдруг исправиться в лучшую сторону? Это все зависит от отношения к нему Путина. Мы этого не знаем. Да? Но если Путин продолжает к нему хорошо относиться, его покровительствовать ему, то Бастрыкину ничего не угрожает. Абсолютно. Там Володин, кто угодно, Да. Кадыров даже могут выпрыгивать из штанов. Но если работает крыша путинская у него, то никаких проблем у него не будет. По возрасту его давно уже должны были отправить в отставку. Да? Потому что ему давно уже за 70. Считается, что в 70 лет российские силовики должны уходить в отставку. Но ничего этого не происходит. Мы видим, что все уже почти за 70, и Бортникову за 70, но он тоже сохраняет свою позицию, это начальник ФСБ. Так что все зависит не от закона, а только и не от общественного мнения, а только от желания, от отношения к тебе диктатора. Если диктатор благоволит, то человек может сидеть полностью уже безумен, хоть до 100 лет на своем месте. То есть вот эти между ними разногласия, распри и недоразумения между, к примеру, Бастрыкиным и Кадыровым, они ничем не могут, ни во что не могут вылиться такое взрывоопасное, пока это контролирует Путин, и пока его ставленники это могут разрулить, то никакой конфронтации или разжигания конфликтов нам ожидать не стоит. Нет, я не думаю. Понимаете, это не те люди. Вот этот, скажем, Бастрыкин тот же, абсолютно путинский, связанный еще с питерской мафией. Он фигурировал в прослушках. В Испании прослушивали питерскую мафию, группировку некого Гены Петрова. Они жили все в Испании, и полиция прослушивала их, а потом после суда над ними они успели сбежать, но суд был. Эти прослушки попали в СМИ. Там они обсуждали, в том числе назначение Бастрыкина, мафиози, вот эти, так называемая Малышевская преступная группировка. Они обсуждали назначение Бастрыкина как назначение своего человека. То есть это все одна мафия абсолютно. И здесь мы ожидать не можем каких-то перемен существенных. Я уже сказал, что угроза Путину идет от тех, кто пытается сохранить какую-то относительную приемлемость для Запада от таких цивильных чиновников, олигархов, которые пытаются вновь интегрироваться в мировую собственническую элиту, как они были интегрированы раньше. Вот от таких людей, но не от людей, подобных Бастрыкину или там, не знаю, какому-нибудь Бортникову, Патрушеву. Это все такие старая путинская гвардия, абсолютные, конечно, деграданты, безумцы. И ждать от них, в общем-то, ничего не следует особенного такого. Да, согласна. Игорь Веленович, и на окончание нашего разговора у меня какой-то философский вопрос возник. Мы тут узнали также, что Путин предложил вооружить хуситов крылатыми ракетами, но ему сказал наследный принц Саудовской Аравии: ай-яй-яй, так делать нельзя. Да неужели, я, конечно, понимаю, что масштабы несравнимы, но тем не менее, неужели никто, например, даже Китай, не может сказать ему, когда, пусть тому же Китаю будет выгодно, или кому-то еще, или какими-то другими силовыми методами остановить диктатора и сказать вывести свои российские оккупационные войска? Почему все-таки мир продолжает позволять ему масштабировать его агрессию? Понимаете, поставки ракет хуситам для Путина не принципиальный момент. Он здесь может пойти на уступки Саудовской Аравии, с которой Россия сотрудничает, в том числе и в сдерживании, вернее, не сдерживании, а, скажем, сдерживании понижения цен на нефть, то есть в деле поддержки высоких цен на нефть. То есть он может легко отказаться, может поставлять ракеты хуситам, чтобы нагадить Западу, может не поставлять. А война против Украины, и в том числе оккупация вот этих территорий, которые они уже оккупируют, для Путина абсолютно принципиальная вещь. Это для него следствие его параноидальным сверхценным идеям. И здесь он на уступки пойти не может, кто бы его об этих уступках не просил. Судя по всему, да, даже по открытой информации, такие партнеры
Путина, как Китай, Индия, Турция, они давно призывают Путина открыто призвать к заморозке немедленному, заморозке войны. И это было бы Путину выгодно, потому что зафиксировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Потому что дальше хуже для него будет. Я абсолютно этому верю. Но он даже на это он не идет. И мы видим, что последнее его было заявление наглое совершенно. Он мало того, что не согласился на немедленное перемирие, которое ему предлагает тот же китайский старший брат, но и потребовал как предварительное условие, чтобы ему Украина еще отдала неоккупированные до сих пор территории. Так что в этой позиции, принципиальной для него параноидальной позиции, в принципиально для него важных параноидальных идеях он отступить не может. Он может как-то имитировать стремление к миру, там что-то разглагольствовать, но принципиально он отступить не может. И мы это видим по его, в том числе, отношению к так называемым мирным предложениям со стороны Китая, Турции и других стран, с которыми он поддерживает хорошие отношения. Игорь Велинович, спасибо вам огромное за ваши всегда интересные комментарии, за ваш анализ профессиональный, за ваши прогнозы, в частности, тоже. Благодарю вас. До новых встреч. Надеюсь, берегите себя. Спасибо вам, Ирина. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии, был вместе со мной, Ириной Узловой. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Эйдман Ньюс. Описание на него, ссылку активную прямую можете найти просто под этим видео. Очень легко. Там еще больше ссылок на интервью, а также рассуждения и анализ от Игоря Веленовича. И подписывайтесь на YouTube 24, пожалуйста. Ваша подписка позволяет нашим беседам продвигаться его просторами. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.